Мировой океан покрывает 70% земной поверхности. Погрузившись в океанские глубины, вы открываете для себя другой мир, такой загадочный, красивый, неисследованный. Но иногда этот красивый мир доктора Джекила превращается в мир мистера Хайда. Акулы – самые опасные хищники своей стихии. Известно 510 видов акул. Самые большие из них достигают 12 метров, а самые маленькие могут уместиться на вашей ладони и светиться в темноте. У одних голова имеет форму молота, у других – бензопилы. Но перед тем, как мы начнем это видео, не забудьте подписаться на наш канал и нажать колокольчик. Запасайтесь аквалангами. Это топ-8 акул-убийц. Острозубые песчаные акулы. Серо-коричневая спина, округлые темно-желтые пятна на боках и белое брюхо. Таковы внешние данные этой смертельно опасной рыбы. Ее пасть снабжена огромным количеством тонких, длинных, острых и загибающихся внутрь зубов, что в сумме с серьезными размерами этой акулы почти не оставляет противнику шанса на успех в поединке. Максимальная зарегистрированная длина у самок составляет 3,2 метра, а у самцов 3 метра. Эмбрионам во время развития внутри матери свойственен внутриутробный каннибализм. Из 20 зародышей остается только один, по принципу «выживает сильнейший». Зарегистрировано около 30 случаев неспровоцированного нападения обыкновенных песчаных акул на людей, из которых одно имело летальный исход. Репутация безжалостных хищников заслужили песчаные акулы, обитающие в водах Южной Африки. Они предпочитают держаться на песчаном дне недалеко от берега, в мелких бухтах и на скалистых тропических рифах. Страж ночи и гроза рифов. Днем обычная рыба, обитающая вблизи коралловых рифов в ожидании идеальных условий охоты. С наступлением ночи расклад сил начинает меняться. Бесстрашные любопытные рифовые акулы могут достаточно близко подплывать к людям. Несмотря на довольно крупный размер, они считаются безобидными. Тем не менее, в присутствии раненой рыбы рифовые акулы легко приходят в возбуждение и могут укусить дайвера. Отмечены также случаи, когда эти акулы кусали слишком назойливых пловцов. После наступления комендантского часа быть застигнутым в открытом море не лучшее время. Зафиксировано всего 7 случаев нападения рифовых акул, из которых 5 были неспровоцированными. Рифовые акулы обитают практически только на коралловых рифах, а также на песчаных мелководьях, в лагунах и у обрывов на границе с глубокими водами. Они предпочитают прозрачную воду и редко плавают у дна. Этот вид является наиболее распространенным на глубине от 8 до 40 метров. Кроме того, есть данные о том, что рифовые акулы были пойманы на глубине 330 метров. В некоторых случаях они заплывают на мелководье глубиной не более метра. Акула мака. Самая быстрая акула в мире. Настоящая торпеда. Это Бугатти Верон подводного мира. Средняя длина взрослой особи составляет около 3 метров, а масса 135 килограмм. Самки крупнее самцов. Самая крупная зарегистрированная акула данного вида, пойманная у побережья Франции в сентябре 1973 года, имела длину 4,5 метра, и есть предположение, что это не предел. Акулы мака опасны для человека. За период с 1980 по 2010 год числится 42 атаки на человека, 3 из которых закончились летально, а также 20 нападений на лодки.
Размеры, скорость и мощь позволяют этим рыбам нанести людям серьезные увечья и даже убить. Однако акулы обычно не рассматривают людей как пищу. Большинство нападений было спровоцировано. Зачастую люди получают травмы в ходе поимки акул. Например, они могут напасть на ранившего их гарпунщика. Дайверы, наблюдавшие акул мака, говорят, что перед нападением они двигаются по траектории в виде восьмерки и приближаются с открытой пастью. Кроме того, в присутствии пищи, например, загарпуненной рыбы, они могут стать очень агрессивными. Иногда акулы мака кусают лодки. По частоте таких случаев стоят на втором месте после инцидентов с большой белой акулой. Акула мака обитает повсеместно в водах умеренных и тропических морей. Выделяют три основные области распространения акул мака – Атлантическую, Тихоокеанскую и Индо-Тихоокеанскую. Акула-молот. Длина колеблется от 1 метра до 6. Семейство включает в себя 9 видов. Среди известных в настоящий момент молотоголовых акул лишь 3 могут представлять реальную опасность для человека. Бронзовая молот-рыба, гигантская акула-молот и обыкновенная акула-молот. В желудках акул, принадлежащих к этому семейству, находили человеческие останки. Одно нападение было совершено на многолюдном пляже во Флориде в 60 метрах от берега. Жертва получила тяжелые ранения, но была спасена. В США был целый культ по отлову этих рыб, а их мужчины считались героями, которые выполняют свой долг перед людьми. Я спас много жизней, и если бы это не было моим призванием, если бы я занимался чем-то другим, то погибло бы много людей. Ранее рыбы-молоты считались одним из самых опасных видов акул, скорее всего, по причине своего зловещего облика. Встречаются в теплых тропических водах, прибрежных и континентальных шлейфах, могут заплывать и в открытые воды. В отличие от большинства акул, молотоголовые акулы часто днем собираются большими стаями, а ночью охотятся в одиночку. К 2011 году в списке числилось 34 нападения акул-молотов, из них 17 были не спровоцированы, и одно привело к смертельному исходу. По-настоящему тигр морских джунглей. Своим названием она обязана своеобразному окрасу, переплетению темных и белых полос на спине молодых особей, выцветающему с возрастом. Эти крупные хищники достигают длины 5,5 метров, ведут ночной образ жизни. Известно много случаев, когда в желудках пойманных акул находили человеческие части тела. Некоторые находки, вероятно, можно объяснить пожиранием трупов. Но многие из жертв, несомненно, встретились с акулой еще живыми и здоровыми. Нападения отмечены во многих районах: у берегов Флориды, островов Карибского моря, Сенегала, Австралии, Новой Гвинеи, островов Самоа. Эти нападения происходили как у берегов, так и в открытом море. В 1937 году тигровая акула убила 2 юношей, купавшихся у берегов Нового Южного Уэльса, что в Австралии. Впоследствии она была поймана с останками своих жертв в желудке. В 1952 году вблизи небольшого островка в районе Пуэрто-Рико акула напала на подводного охотника, загарпунившего рыбу. В 1948 году нападению подверглась шлюпка, направляющаяся к берегам Флориды. К 2011 году в списке были зафиксированы 169 нападений, совершенных тигровыми акулами, из которых 29 имели летальный исход. Тигровые акулы широко распространены в тропическом и субтропическом поясе Мирового океана, где обитают как в открытых водах, так и вблизи побережья. Они особенно распространены у островов центральной части Тихого океана. Самая кинематографичная и не менее безжалостная акула – большая белая.
Является одной из крупнейших хищных рыб на Земле. Самки крупнее самцов и в среднем вырастают до 5 метров в длину. А исторически были зарегистрированы особи длиной свыше 6 метров и имевшие массу не менее 2 тонн. Большая белая акула расходует гораздо больше энергии, чем другие, поэтому им нужно есть как можно больше. Самый опасный хищник среди всех акул. Скорее всего, из всех акул именно белые акулы представляют для человека наибольшую опасность. С 1990 года по 2011 год зарегистрировано около 139 случаев нападения белых акул на людей, из которых 29 имели летальный исход. Последнее нападение белой акулы на человека, закончившееся смертью жертвы, произошло 28 февраля 2013 года. Несмотря на атаки, человек не всегда является конечной целью акулы. Многие инциденты, связанные с тем, что акула кусает человека, пытаются понять, что это. Они также кусают буи, доски для серфинга и прочие плавучие предметы. Кроме того, акулы могут спутать силуэт пловца или серфера, плывущего на доске, с силуэтом привычной добычи – ластоногого или черепахи. Ареал их обитания в поверхностных, прибрежных и открытых водах всех океанов Земли, кроме Севера Ледовитого. Плавают обычно ближе к поверхности воды, предпочитая районы прибрежья умеренного климата. Некоторые крупные особи появляются и в тропических водах. Кроме того, они регулярно осуществляют длительные трансокеанические путешествия. Этот вид находится на грани исчезновения. На Земле осталось около 3500 особей. Тупорылая акула или акула-бык, кажется, будто сама природа позаботилась о том, чтобы первенство досталось именно этому представителю акульего клана, снабдив его меняющимся окрасом серых тонов, позволяющий искусно маскироваться на мелководье, способностью обитать как в соленой, так и пресной воде, уникальной маневренностью, мощными челюстями, набором безукоризненно острых зубов, необычной прожорливостью и крайней воинственностью по отношению к людям, имея в своем арсенале внушительный размер, который достигает до 4 метров, и природную агрессию, лишая ее чувства опасности. Встреча акулы и человека – это удар головой, стремительный бросок, смертельный укус. Таков сценарий атак этой самой опасной акулы, финал которой трагичен для второго. В международном списке нападений акул на людей до 2013 года насчитывалось 67 неспровоцированных нелетальных атак и 26 случаев, закончившихся смертью жертвы. Эти акулы распространены повсеместно в тропических и субтропических водах и часто заходят в реки. Последнее зафиксированное нападение этой акулы было 7 ноября 2019 года. Руку пропавшего туриста нашли в желудке акулы. Мужчину опознали по обручальному кольцу. В Индийском океане они попадаются от ЮАР до Кении, Индии, Вьетнама и Австралии. В Тихом океане тупорылые акулы обитают от Нижней Калифорнии до Эквадора. И, наконец-то, самой опасной акулой Мирового океана является человек. Ареал его обитания – весь мир. Следующая часть видео содержит сцены жестокости, но является не менее ценной информацией. Акулы убивают примерно 5 человек в год. Слоны и тигры – 100. Крокодилы убивают в год больше людей, чем акулы за 100 лет. Ежегодно около 350 тысяч человек погибают от алкоголизма и наркотиков. 1,2 миллиона человек погибают в ДТП. Примерно 8 миллионов человек погибают от голода. Общий мировой вылов акул составляет 70 миллионов особей в год.